Вселенная, в которой мы живем, полна загадок и тайн. Одной из таких загадок является скорость мысли. Нечто, что превосходит даже скорость света, но что находится за пределами нашего понимания. Наши мысли приходят к нам с бешеной скоростью, превышая даже самый быстрый известный объект во Вселенной. И все же, несмотря на это, мы остаемся в неведении. Этот фильм погружает вас в захватывающее путешествие за грань иллюзии, где вы узнаете, что наша реальность может быть далеко за пределами наших представлений. Подготовьтесь к погружению в самые глубокие тайны человеческого существования и Вселенной. После упоминания теории струн, где основными объектами Вселенной являются маленькие вибрирующие струны, настало время погрузиться в следующий уровень загадок Вселенной. Теперь мы обращаемся к тайне ядра, скрытого между этими струнами. В предыдущей части фильма мы познакомились с математически доказанными аспектами теории струн, но существует еще один уровень загадок, который привлекает наше внимание. Ядро между струнами, мельчайшее и до сих пор не обнаруженное, определяет их вибрации и свойства. Оно настолько мало, что даже самым опытным ученым не удалось разгадать его тайны. Если мы еще не разобрались с сущностью самих струн, как мы можем понять то, что находится между ними? Эта загадка является одной из самых увлекательных и захватывающих тайн в научном мире, оставляя нас бесконечными вопросами и возможностями для исследования. Человечество долгое время уверовало, что Вселенная возникла с момента Большого Взрыва, произошедшего примерно 14,5 миллиардов лет назад. Однако предлагаю взглянуть на этот вопрос с новой точки зрения. Согласно этой концепции, Большой Взрыв был результатом возникновения мироздания света. До этого момента души существовали, но они были активны в других мирозданиях, каждая из которых изучала свои уникальные аспекты. Наше мироздание, известно как 12-е, фокусируется на изучении взаимодействия 4 энергий – огня, воздуха, воды и земли. Для лучшего понимания этой концепции представьте точку сингулярности, из которой произошел взрыв. Эта точка является началом конуса, который расширяется из этой точки в одном направлении. Сейчас мы находимся на самой широкой части конуса, но со временем конус начнет сужаться и перейдет в другой конус, где также будет белая дыра. Это означает, что все мироздание начинает свой путь конвергенции, схождения, а время будет ускоряться, в то время как сегодняшние ученые считают, что наша Вселенная расширяется. В будущем они, возможно, обнаружат обратный эффект. Черные дыры тоже играют свою важную роль, ведь мироздание света имеет способность перегреваться. Тогда, когда заканчивается изучение темы исследования этой самой звезды и происходит взрыв суперновой, энергия выбрасывается наружу, попадая в пространство вокруг черной дыры и в темную материю. Тем самым мироздание света избавляется от перегрева, но присутствует нечто другое, пока я опущу это. Можно провести аналогию с климатической системой дома или офиса. Когда в помещении становится слишком жарко, климатическая система включается, чтобы охладить воздух и поддержать комфортную температуру. Это аналогично тому, как черные дыры поглощают, чтобы поддерживать баланс в космосе. Научное сообщество принято считать, что во Вселенной существуют только черные дыры, но о существовании 2 белых дыр они до сих пор ничего не знают. Давайте разберем природу белой дыры. Для начала нужно понять, что такое просторы темной энергии. Темная энергия находится в состоянии покоя, когда количество плюсов равно количеству минусов, что приводит к статике, где нет движения. Так вот, белая дыра – это что-то, созданное мирозданием, которое преобразует темную энергию в свет. Проще говоря, она создает поляризованный дисбаланс в этих полях, и через белую дыру свет попадает в мир, где мы все и находимся. Как уже было упомянуто ранее, в нашем мироздании существует 2 таких дыры, потому что в данный момент мы развиваемся симметрично. Через одну белую дыру поступает энергия, а на другом конце происходит конвергенция этой энергии.
в другую белую дыру, но уже пройдя через весь опыт исследований. В конце нашего 12-го мироздания все энергии сойдутся в эту белую дыру, где сформируется энергетическая сфера света, и все участники этого космического путешествия будут присутствовать там, в объятиях этой высокой энергии, где их сознание сольется с бесконечным потоком знаний и гармонии. После того, как мы погрузились в глубины мироздания, в которых скрыты его тайны с давних времен до наших дней, пришло время обратить взгляд на непредсказуемое настоящее и будущее, на перекресток двух эпох. Как я уже отмечал ранее, человечество и Вселенная исследуют 4 основных элемента энергии. На протяжении долгого времени основное внимание уделялось энергиям воды и земли, то есть материальному и эмоциональному развитию. Но сейчас этот путь достиг своей кульминации. Майя предсказывали конец цикла, но даже они не предвидели того, что сменится вибрация Вселенной, переходя на новые 26 тысяч лет. Эта новая эпоха будет наполнена энергией огня и воздуха, символизируя креативность и интеллект. Таким образом, опыт исследования материального мира и эмоций подошел к концу, не достигнув завершения. Причину этого перехода пока опустим. Человечество сталкивается с технологическим прорывом. Искусственный интеллект, децентрализованные системы, такие как биткоин, переписывают правила игры. Но этот переход непрост. Мироздание редко делает его вместе с нами. Обычно в такие моменты цивилизации погибали, как Лемурия или Атлантида, а древние тексты до сих пор хранят легенды о потопе и Ноевом ковчеге. Пророки и посланники, такие как Иисус, Будда или Мухаммад, приносили учения любви, но наше эго исказило их послание, разделив человечество на религиозные фракции и разжигая между ними войны. Сейчас мы на пороге исторического перелома, где нам предстоит принять вызов новой реальности и объединиться, чтобы преодолеть свои собственные разногласия. В настоящее время мы все наблюдаем хаос и полную неразбериху в различных сферах человеческой жизни, что является отражением нашего коллективного внутреннего состояния. Малая группа лиц, известная как теневое правительство, управляет мировыми ресурсами и массами людей. Однако даже их власть не безгранична, особенно в наши дни. Люди вскоре смогут пользоваться неограниченным количеством бесплатных источников энергии, но, к сожалению, на уровне разума человечество пока не готово к этому. Вот я и думаю, как можно помочь людям расширить свой разум, ведь именно для этой цели я создаю эту серию фильмов. Не секрет, что в будущем произойдет огромное сокращение населения на планете. Даже сейчас государства сталкиваются с низкой рождаемостью, и бороться с этим бесполезно. Многие слышали о золотом миллиарде, но речь идет не об этом. Просто если бы человек понимал свою истинную природу и был на связи со своей высшей сущностью, то ему бы стало ясно, почему происходит сокращение населения. Вообще, как я уже говорил, у человека нет большого выбора в создании своей реальности, но он способен внести свой вклад для своего комфортного существования в ней. Для этого нужно сделать самую тяжелую работу на Земле, и она касается именно нашего эго. Не каждый способен преодолеть это. Сейчас рождаются новые дети, в которых уже изначально заложена программа будущего развития человечества. Наступит момент, когда наши дети восстанут против своих же родителей. Это неизбежно, и мы уже наблюдаем это. На протяжении тысячелетий души, воплощаясь на Земле, увлеклись материальными наслаждениями, словно наркоманы, уходя от саморазвития. Они забыли о своей роли в развитии мироздания, предпочитая искать удовольствие в еде, сексе, алкоголе, власти и прочих плотских наслаждениях. Все, что могло помочь им стать лучше, было заметено под ковер. Но вот теперь, после многих веков, все, что они старались скрыть, всплывает на поверхность. Этому придется столкнуться каждому из нас. Человечество всегда верило, что ресурсы Земли неисчерпаемы, но этот миф придется разбить об скалы. На самом деле существует определенный вектор развития,
который указывает на изменения в энергетической сфере нашей планеты. Старые энергии Земли и воды, на которых мы раньше основывались, постепенно уходят на второй план, в то время как новые, такие как огонь и воздух, уже активно вливаются в нашу жизнь. Сама Земля сейчас проходит через пояс фотонов, который до конца не был изучен даже в 10-м мироздании. Это мироздание, где изучалась энергия воздуха и где мы впервые столкнулись с линейным временем. Именно поэтому у нас используется десятиричная система счисления, поскольку незавершенные исследования передаются из одного мироздания в другое. Но все наши попытки отправить послание в космос для поиска других форм жизни завершаются неудачей, потому что для этого требуется 12-ричная система счисления. Подумайте о наших 12 знаках зодиака, 12 месяцах в году, 12 часах дня и ночи. Мы живем в 12-м мироздании, где даже наша ДНК имеет 12 слоев, но признается только один из них. Остальные рассматриваются как некий мусор. Однако именно эти дополнительные слои будут активированы у человека в ближайшем будущем.